Рассказ называется «Случай на охоте». Случилось это в 1991 году. Жил я тогда в Приморском крае, в городе Артеме. Часто ездил на охоту к своему другу Сашке в село Ясное. Санька работает егерем. Приехав к Александру в гости, я его не застал. Но была записка в двери: «Приходи в зимовье». Изба зимовье была построена Александром на берегу ручья. Рядом пройдешь — не увидишь. Сделано так, потому что есть еще среди охотников дрянные людишки. Придут, напьются, все переломают, а то и избу спалят. Вот и приходится прятать зимовье так, чтоб чужому глазу не бросались в глаза. Время было 3 часа дня, может больше. Дорога знакомая. Прочитал записку, я закинул рюкзак и пошел. Со мной в то время была собака. Замечательный кобель. Ходил с ним на кабана, оленя, медведя. Зверовой пес. На пушнину он внимания не обращал. Да мне и без надобности была она. В общем, выдвинулся я к зимовью. Как уж там получилось, не знаю, но хоженая не один десяток раз дорога закрутила меня. В пути застал вечер. Не стал я по сумеркам искать выход, а решил переночевать у костерка. В сентябре в Приморье еще тепло, даже ночью. Набрал сухостоя, развел костер, место выбрал у заваленной кедрины. Выворот мощный и спина прикрыта, а спереди костер. Собака рядом и ружье. Какой сумасшедший зверь сунется? Да и собака предупредит заранее. В котелке согрел чай, благо ручеек недалеко был. Нарезал хлеба, сала, перекусил. Думаю, и поспать надо. Только ночью в лесу какой толку сон? Так, видимость. Когда вас 2-3 человека, сон безмятежно крепок. А так, когда один, хоть есть и собака, и ружье, особо не заснешь. Так, подремлешь, каждому шороху ночному будешь прислушиваться, сидеть. В общем, отужинали мы с псом. Он свернулся калачиком справа от меня. Да и я стал подремывать. Вдруг слышу, листва шелестит. И не как при походке зверя, а как будто человек идет. Охотники знают, шаги различимы и очень. И вот к костру выходит дед. Высокого роста, черный или темно-зеленый плащ до пят, почти. Я не присматривался. Поразила его борода. Даже при свете костра видно было, что она белая, как снег, и длинный почти до плеч волос. Шапки на нем не было. Любому человеку ночью в лесу рад. И я обрадовался. А не подумал, откуда ночью здесь человек, да без ружья. Но встал и пригласил его к костру. В котелке было еще чая наполовину. Сало и хлеб. В рюкзаке запасная пластиковая кружка и ложка. Всегда с собой ношу. На всякий случай. Не тяжело, а пригодится. Присаживайся, говорю, дед. Вон, чаю попей, сал, хлеба. Дед присел на небольшую валежину, которая была слева от меня. Упала она вместе с кедром. «Благодарствуй», — говорит. «Вот только вашу еду на дух не переношу, а чай попью и за хлебушек благодарю». Налил я ему еще горячего чая. Котелок стоял возле огня, вот и был теплый. Дал хлеба, сахара. Дед сахар в кружку не стал класть, прикуску ел. Шумно так, прихлебывая чай и откусывая кусочки хлеба от ломтя. Я его спрашиваю: «Что по ночам бродишь?» А он: «Да я здесь недалече живу, и тебя с твоим другом примечал здесь не раз. Ты-то приходящий, а он у меня частый гость». Вся эта беседа меня совсем не насторожила. Ни его манера говорить, ни то, что он нас знает и живет где-то рядом. Потом я уже соображал. А собака-то моя спит и ухом не ведет, как будто и нету никого. Попил, значит, дед чаю и говорит: «Ну, я пойду». Я ему: «Так темень, оставайся у костра, а рассветет и пойдешь». Он: «Это тебе рассвета ждать, а я тут каждый куст знаю, все тропки схожи. Да вот что, парень, спи давай, сил набирайся. А вот завтра поутру на тропу выйдешь и к избушке шустро придешь. Сходить в ложбинку от пади влево, твой друг знает ее. Ты наверх уйди, а он снизу по кустам пошебуршит. Вот пару косуль стрельнете, ведь вам много-то не надо, и хапужничаете вроде». Встал и ушел. Не помню, как я уснул. Да уснул так, будто дома в кровати за кирпичными стенами. Утром проснулся бодрый, выспавшийся. Пес хвостом виляет. Поразило меня только то, что кружка, с какой дед пил, стояла на валежине и куском бересты была прикрыта, а чай в ней горячий. А рядом на другой полоске коры лежала горбушка хлеба. И хлеб не мой, не городской, а белый, а от каравая черного и солью посыпан. Главное, не что чай не мог быть горячим. Костерок небольшой был, прогорел ведь он до утра. Да и в котелке чай на донышке, и остывший он. Я почему все это позже анализировать начал?
А тогда чай попил, хлеб съел и пошли мы с собакой. Да сразу и на тропу вышли. Мы, похоже, возле нее и ночевали. Пришел к зимовью. Про деда сначала с порога не стал рассказывать, не знаю почему. Сразу Александру сказал, пошли за косулями. Здесь рядом. Он откуда им здесь взяться? Здесь их не было никогда. Ну, уговорил я его. И не он, а я его повел к ложбинке, будто сам это место прекрасно знал. Подошли, как дед говорил. Я Александру сказал, мол, давай, я здесь. Почему именно с этого места, сам не знаю, поднимусь наверх. А минут через 20 и ты наискосок иди. Охотники знают, что зверь всегда в гору бежит, так и сделали. Поднялся я, слышу копытная дробь. Выскакивает 3 косули, самец и 2 самки. Вот самца я и взял. А через пару минут и Александра выстрел услышал. Подошел он ко мне вскоре и говорит, ну что? Я ему, вон рогач лежит. Он, и я одну взял, остальные удрали. Освежевали мы зверей, мясо порубили, к зимовью отнесли. Александр всю земляную нишу, выкопанную им, сложил. Там все летом как ледник. Решили утром к дому выбираться, иначе пропадет мясо. Наварили, конечно, вечером полную кастрюлю свеженины. Вот после ужина я ему и рассказал о той ночи. Александр сперва посмеялся. Приснилось тебе? Может и приснилось, но лунатизмом не страдаю. Чтобы ночью искать сушняк и греть до утра чай. Да и берез возле того места, где я спал, не было и в помине. Потом Александр начал меня допрашивать с подробностями, где я спал, как и что было. Про место, где косуль добыли, с подробностями расспросил меня. Вот только он не помнил, где кедрина завалена возле тропы лежит. Нет, говорит, там кедра упавшего. Я ему, завтра покажу, следопыт, своих мест не знаешь. Утром проснулись, упаковались и пошли. Шли по тропе, а кедра и вправду нет. И места того найти не могу. Пришлось по тропе туда-сюда пройти, нет места ночевки и все, наваждение какое-то. Пришли мы в село. Мясо в ледник Александр сложил и говорит, ты посиди, а я сейчас смотаюсь тут к одному человеку. Побеседуем, если он дома. Сел я, закурил, ноги вытянул. Находились сзади, ноги гудят. Идет Александр. А с ним старикашка, такого бомжистого вида шлепает. Подошли, старикашка у меня попросил сигарету и стал расспрашивать, что и как, где я его видел и что слышал. Я ему все повторил, что Александру вчера сказал. Старикашка и говорит, повезло тебе. Со стариком-лесовиком повстречался. Я ему, а в чем везение? Он, так не каждый из леса выходит после таких встреч, да еще и с добычей. Приглянулся ты, видно, ему. Суровый он старик-лесовик, не каждому поможет. Иной раз такие дебри заведет, что или вообще человек пропадет, или выйдет незнамо где. Ты еще с ним встретишься точно. Поболтали еще ни о чем. Александр ногу от косули старикашки притащил, завернутый в полиэтилен. С тем старикашка и ушел. Я говорю Александру, что за бомж? Он, ты аккуратней, не смотри на людей по внешности. Это наш местный охотник, везет ему на охоте. Он, говорят, и тигров ловил с команды, да и вообще травами занимается. Все к нему за советами ходят. Ну, выпивает, но не до одури, а так, за компанию. Разум никогда не теряет. Вот такая история произошла со мной в одном из уголков Южного Приморья. А вот верить мне или нет, ваше право. Рассказал, что и как со мной было. Спасибо, что слушали. Подпишитесь на мой канал.